Наталья, как правильно мы вас представляем? То есть Наталья Кулагина. Наталья Кулагина, Мгм. писатель, режиссер, исследователь артефактов Русского Севера. Мгм. Так можно. Ну а как это самое, что можно сказать, филолог, искусствовед, там, этнограф, как вот можно... а, Я не думала, на самом деле здесь, наверное, нет смысла плодить иллюзии. То есть в данном случае я путешественник. Путешественник, Наверное, да. или в чистом виде исследователь, или вот этот в поисках Гипербореи, то есть исследователь, который ищет следы Гипербореи. То есть как это сформулировать? Наталья, Вот. откуда вообще появился интерес к изучению именно непонятных символов на камнях? Я так понимаю, что это вышло из поисков как раз гиперборейской темы, и где-то вот вы пересеклись вот уже вот с таким феноменом. Тут все получилось внезапно. То есть я уникальна в том смысле, что я человек исключительно практик. То есть когда я впервые столкнулась с символикой Гипербореи, я не знала об этом фактически ничего. То есть когда-то, когда я первый раз приехала на Соловки в 1999 году, я познакомилась с реальными ребятами, у которых были настоящие экспедиции. Они так и назывались «В поисках Гипербореи». Так я услышала первый раз слово. Оно мне не понравилось. Оно греческое, и оно вообще ничего не отражает. То есть вот русское сердце, оно не отозвалось никак. То есть, я посмотрела, странные ребята. То есть находят какие-то каменоломни, жернова, явно очень говорят о высокотехнологичной цивилизации и приносят какую-то каменную миску. То есть или какой-то камень для жертвоприношений, и в лучшем случае какой-то каменный нож. Но так как я человек сам, не то что фантазер, но я уважаю других людей, которые могут построить свои собственные реальности. И поэтому, по крайней мере, геноцида к своим я не допускаю. То есть, хотят люди фантазировать, пусть фантазируют. Но когда я приехала уже после своего первого путешествия на Соловки домой, я нашла книги Демина и более-менее пролистала эту тему. То есть для себя я в нее полностью погрузилась. И поняла, для себя. То есть я Гиперборею в тот момент времени интерпретировала как страну мертвых. То есть как страну, в которую наши предки стремились попасть. С этими молодильными яблоками, с плясками Аполлонов, с березовыми рощами. В общем, со всей, то есть этот мир справедливости, который был описан во всех свидетельствах и сказках, который где-то там, за Северным Ледовитым океаном, он во мне отозвался как некое сублимированное понятие рая. То есть и все, и я с этим и жила. То есть очень долгое время остров блаженных, остров рай, и прекрасно. То есть все мы там будем. Гаруду когда-нибудь, если прям совсем ты блаженный и праведный, когда-нибудь туда Гаруда перенесет на небесных крыльях любви. То есть для меня было совершенно понятно, что это какая-то страна, которая живет в нашем бессознательном. И по большому счету в ней, то есть у каждого она своя, то есть и с правилами, с какой-то линейкой, с измерительными приборами, к ней как-то бесполезно подходить. Она может быть в любом месте, где раскрылась русская душа. И с этим я прекрасно жила какое-то количество времени, приезжала дальше на север, на севера, улыбалась, своей посвященности, когда видела очередных бедолаг с рюкзаками, которые шли искать пирамиды, и даже радовалась их наивности. И вот здесь, как скажем, два момента. Один, я могу сейчас рассказать какую-то более мистическую историю и более практическую историю, то есть как я пришла к Гиперборее. То есть когда я точно поняла, что это может быть что угодно, то есть как угодно это можно интерпретировать. Но в результате я стала работать с настоящими артефактами, которые остались именно от высокотехнологичной цивилизации. То есть, в общем, вот так получилось, что я вышла на этот след, но выходов было два, то есть один из них мистический. Опять же, то есть в 2007 году вышла книга «Прорубь». И по результатам конкурса, объявленного Институтом природного наследия имени Лихачева, эта книга была признана лучшей, написанной о Севере. То есть о метаморфозах Севера,
о пути, который север может предложить, о поиске человека, о поиске своего места в мире. Для меня это было неожиданно, потому что книга очень жесткая, странная, такая она вся неровная, нервная. То есть, в результате мне дали звание «Мисс Арктика», и это звание мне открыло путь в Арктику. Я думала, все, то есть вот сейчас я окунусь прямо в мир предков, увижу тот самый Северный Ледовитый океан. И когда я приехала, я очень удивилась, что там не было ничего. То есть для меня вот это пространство, знаете, вот как у программистов, наверное, бывает абсолютная пустота. То есть оно просто не запрограммировано. То есть не успели туда ничего придумать, не успели там ничего материализовать. Я не могу сказать, что это было пусто или страшно, или странно, но для меня было скучновато, несмотря на то, что то есть, я видела и землю Франца Иосифа, и мыс Челюскина, и, в общем, Диксон. Но самым удивительным воспоминанием от этой поездки самым удивительным воспоминанием от этой поездки остался сон. То есть мне приснилось, странно, сейчас начнется. Но самым удивительным воспоминанием от этой поездки остался сон. Мне приснился мыс, уже знакомый мыс, который играл всеми огнями радуги. То есть этот мыс располагался не в Арктике, он располагался как раз на широте Белого моря. И в этой точке, как я потом уже называла не особо оригинально, то есть в этой точке сборки стоял какой-то великолепный звенящий хрустальный храм, то есть китовраз, что-то такое крутилось у меня в голове. После этого храм будто бы распался на множество каких-то мелких колокольчиков, зеркал, то есть на всю такую красоту, но остался камень в основе этого храма, на котором остался след. Осталась буква. То есть я во сне стала подходить, пытаться понять, что это за буквы. И мне было так интересно, чем же отличается гиперборейское письмо. То есть похоже ли это на египетские иероглифы или это скандинавское письмо. И действительно я увидела во сне, что это руны. Я запомнила место, на котором лежал этот камень, где был этот мыс. И дальше уже было как в сказке. То есть я буквально через пару лет появилась первый раз на этом месте, ничего не увидела, ничего, то есть молчало синее море. Второй раз я появилась на этом месте, опять же море молчало. И уже на третий год, то есть я уже играла с дочкой в поиск какой-то внеземной цивилизации, то есть понятное дело, что на острове, где живут моржи и уточки, я интроверт, дочка экстраверт, надо было ее чем-то увлечь, там, повести за собой. И, в общем, в результате мы искали следы древней цивилизации. И вот в этот раз нам повезло, потому что отлив в море ушел настолько далеко, там было просто то есть я находилась на том же мысу, куда я приходила, фактически каждый год. Но море отошло, и я смогла максимально глубоко уйти в море. И в этот момент на солнце что-то блеснуло. То есть там множество совпадений, каких-то таких игра подсознания, осознания, фактов, реальности. И, в общем, как раз это был заходящий луч солнца, и в заходящем луче солнца камень был влажный, и в этих влажных каплях воды сверкнули буквы, сверкнуло слово. И я, соответственно, уже забыла про дочку, пошла искать сама, самостоятельно гиперборейскую цивилизацию. И действительно, когда я уже посмотрела на камень более пристально, я увидела 4 руны, то есть это реальное было слово, написанное на камнях. Оно было прям так, не то чтобы, оно было нацарапано, то есть видно было, что люди очень ценили это слово, они им очень гордились, они его как-то приметно очень спрятали в пучину моря, и при этом они оставили такую очень символическую датировку, потому что над этими 4 рунами сверкал знак птицы. То есть все мы знаем, что такое солнцеворот, то есть это крест, и палочки у нас идут либо в правую сторону, либо в левую. То есть знаком птицы я называю, то есть когда верхняя палочка, то есть все палочки идут, например, вправо, а головка птички повернута налево. И знак птицы. И этот знак, он был
так скажем, брендом эпохи 5000 лет тому назад. То есть ее находили на Урале, ее находили в Сибири. Есть множество примеров, то есть нахождения именно такой птицы, а не какой-либо другой. И она была настолько нежно вот сконструирована, что это невозможно ни с чем перепутать. То есть это абсолютно рукотворная работа, и я зауважала художника, который это сделал. То есть так как я вообще в целом уважаю людей, которые что-то делают своими руками, то, в общем, я понимала, что чтобы на валуне выразить вот эту мысль, птицу, слово, спрятать этот камень, там сбоку камня сверкали какие-то красные кварцевые отложения, то есть все это горело огнем. То есть вот, конечно, это не Алатырь, конечно, это не храм Китаврас, но при этом эта мысль выраженная в камне. То есть какая мысль, я до сих пор пытаюсь разгадать, то есть что там можно было вот сформулировать настолько, чтобы это передать через поколение. И, в общем, но что, значит, мне дал вот этот первый опыт? С одной стороны, небольшой улов, то есть это знак птицы и 4 буквы слова. Соответственно, но таким, видимо, интровертам, как я, очень нравится собирательство. То есть я с фотоаппаратом прошла по всем камням, то есть я сфотографировала все вообще, что я нашла под ногами. Но в тот год, видимо, техника еще не была столь совершенна. Поэтому я видела только самые грубые изваяния, которые были нанесены на камни. И, слава богу, их было немало. То есть потому что я привезла первую коллекцию слов, то есть настоящих. Конечно, первая же рабочая версия такая, что с помощью вот этих нехитрых знаков наши предки провожали, как сказать, как раз первая рабочая версия такая, что с помощью этих нехитрых букв и знаков это были прощальные слова. То есть наши предки провожали других предков в мир мертвых. То есть все-таки надо понять, что это Белое море, это морская цивилизация. Людей не хоронили, то есть каким-то образом их отправляли в море. То есть в кино мы видим очень романтизированные версии, как это происходило. Отправляли лодки, как будто бы их жгли, и вот, значит, там смотрели на то, как эти люди уходят в вечность. Вот, но видимо, о каждом павшем, то есть как вот уже от Скандинавии, то есть дошло до нас предание, что еще Один говорил, что о каждом уважаемом человеке нужно поставить в память камень. То есть, возможно, мы и до сих пор ставим камни, потому что это еще ого-го, вот с каких времен до нас дошло. Соответственно, я увидела в этих буквах какой-то такой прощальный смысл. И более того, я даже продвинулась, я кое-что расшифровала. То есть вот исходя из вот тех опытов работы, в принципе, с письменностью. Вот, соответственно, я приехала на следующий год, то есть тут уже мой взгляд стал более глубоким. И здесь немаловажный факт, вот как раз если отпустить вот эту всю игру, вот подсознание, осознание, как подсознание в конечном итоге привело к этому якорю, что такое ощущение, что вот если анализировать, что как будто я всегда знала, что там нужно что-то искать. И вот подсознание не хлыстом, так пряником, то есть в результате заставило сознанию осознать, что нужно искать. То есть вот как-то с помощью сказок, там, песен, каких-то проблем, которые возникали в жизни, все равно я должна была бы, скорее всего, добрести до этого камня. Почему именно я? Здесь уже вот практический вопрос. Нормально еще или надо что-то еще покороче? Вот. Это уже практический вопрос, потому что мы... Почему именно я? То есть, как я говорила, что всегда на север шли русские дураки. Но мало кто говорил, что шли еще русские перспективные дуры, то есть по-настоящему такие подготовленные к своему пути, но они еще не знают об этом. И вот только во время пути они уже осознавали свою силу, то есть и уже, например, уже там смекалка, то есть уже дурость была не дуростью, а смекалкой, ну и так далее. Вот я примерно, наверное, из тех людей,
которые просто идут и что-то делают. Я всегда, больше всего на свете, кроме хождения по камням, я люблю монтировать. То есть я очень много времени провела в монтажных студиях. То есть и было время, я монтировала все, что попадалось мне вот на глаза. То есть я сама снимала, монтировала, работала на телеканалах. И, в общем, когда я вышла из студии, попала на простор, увидела, значит, собственно, камни. Так вот, камень я увидела, наверное, единственный человек вот из множества других людей, не как отдельный камень, то есть не как наслоение резов и непонятных палочек, которые там природа на них нанесла. Я увидела их как законченные кадры. То есть, и, соответственно, вот моя душа, которая всю жизнь работала с видеоматериалом, дрогнула. То есть тут же самый вот был эффект вот этот обратный, что подсознание знает, сознание еще не догоняет. Еще фотоаппаратов нет хороших, еще нет разрешения такого, чтобы вот что-то увидеть. Еще оптика не позволяет. Мы сейчас говорим примерно о 2010-2012 годах. И в результате я осталась вот с этим мятежным чувством, что там что-то есть, что нужно еще раз вернуться к этим камням и еще. И, соответственно, здесь я уже отнеслась не как такой человек-фантазер, который идет на край света, потому что там есть латырь-камень, а латырь-камень исполняет желание, потому что там есть какая-то бесконечная космическая энергия, то есть непонятно, что такое латырь, метеорит или вот та точка Альвы, там, с помощью которой мы можем выйти в другой мир. Ну, то есть вот моему, так скажем, внутреннему ребенку эта информация безумно понравилась, и он с радостью искал латырь-камень во всех возможных вариациях. Но мой внутренний профессионал, режиссер, он не давал расслабиться этому ребенку, то есть он его вел очень точно, по пути. Видела буквы, прочитай слово. Сначала мы читали слово. Сначала когда в азбуке? Сначала как в азбуке. Мы выучили буквы, потом прочитали слово. Потом увидели первую иллюстрацию. Первая иллюстрация – это подкова. Такая, причем очень красивая, с завитушками. Причем через камень она повторялась в разных интерпретациях. То есть не было ни одной похожей. И где-то как-то эта подкова мне напомнила немножко египетские символы власти, любые символы власти. В общем, то есть в любой религии, то есть в любой античной культуре можно найти вот такую подкову. И от подковы мы перешли к пирамиде, то есть это был следующий рывок, то есть моего внутреннего ребенка и профессионала, что смотри глубже, не подкова, дальше, идем дальше. Пирамида. Действительно, то есть уже в какую-то пору, то есть уже даже до России дошли исследования, то есть наших там китайских товарищей, то есть, ну, вот что по всему миру стали находить белые пирамиды, но что самая настоящая, самая главная пирамида, пирамида Меру, была на севере. И вот, соответственно, где-то подсознательно я понимала, что если белая пирамида была на севере, то не может быть, чтобы на поминальных камнях не было этой пирамиды Меру, потому что на 1000% я все равно к Гиперборее еще до сих пор, вот уже прошло много лет, но я относилась как все-таки заоблачной стране. Ну, потому что я все-таки, несмотря на то, что это были буквы, пирамиды и подковы, они были выполнены понятно. То есть они были сделаны так, как это бы мог сделать человек, который старается, который хочет, который дорожит памятью предков, впитывает в себя традицию, идет дальше. Но это земная, простая и понятная культура. То есть не надо быть суперпсихологом и заглядывать в какие-то космические ассоциации. Вот. И поэтому я понимала, что если у них тогда были такие предания и легенды, то есть как то белая пирамида, значит на камнях должна быть белая пирамида. Я ее нашла. Действительно очень точные, ориентированные на юг, то есть или там по сторонам света. Ни с чем эти пирамиды не перепутаешь. То есть внутри пирамиды там какие-то буковки, которые уже было трудно сфотографировать, но нам в определенном свету они были видны, то есть они были прозрачны. Опять же,
то, пока о чем я рассказываю, все это можно увидеть, потрогать, найти. Просто на это нужно потратить какое-то количество времени и сам принцип понять. То есть, вот как я говорю, принцип отнестись к камню как к кадру. То есть, как люди относились к камню как к листу бумаги. То есть найти нужно, где начало, где конец. То есть найти, вот расположить его по сторонам света, найти правильный ракурс. Нашел ракурс, читай книгу. Не нашел ракурс, перевернул книжку, ну, ничего не прочитаете. Вот, собственно, мой в данном случае вот удивительный талант был в том, что я поняла, что там что-то есть, и что надо это перевернуть. Вот как я только начала все переворачивать, все встало на свои места. Вот. Соответственно, я нашла вот эти белые пирамиды. И в белых пирамидах были либо имена, либо рунические какие-то подписи, которые я, опять же, интерпретировала, правильно или нет, но как прощание и добрые слова, которые вот провожали мертвых в путь. Еще приехала. Я думала, что на этом мои поиски закончены, и вклад в поиск древних цивилизаций тоже закончен. На самом деле, с этого все начиналось, потому что, во-первых, шли годы, то есть улучшалась оптика, улучшалась техника, и, видимо, вот, как скажем, вот этот режим, что я там 2 месяца занимаюсь камнями и полгода думаю, что бы это значило, там плюс-минус. Читаю, посматриваю, там, вот буквально посматриваю, не то, что я углубляюсь в какую-то культуру античную, Аполлон, лето, давайте тут посмотрим. Нет, я посматриваю, потому что я понимаю, что это не стереотипные знания. Соответственно, рецепта в древней культуре, что это, нету. То есть мне самой придется буквально протаптывать дорогу, то есть и в каком угодно формате выкладывать дальше, пока не будет еще лучше техника, пока люди, хоть кто-нибудь не заинтересуется, то и не расшифрует уже полноценно эту информацию, которая сохранилась на этих древних валунах. И уже был, наверное, 2016 год, когда я уже приехала с более-менее приличной техникой, уже был где-то даже в кармане 3D-фотоаппарат. И вот как раз я помню, это было 8 августа 2016 года. И я понимаю, вот я смотрю на какую-то красивую иллюстрацию. То есть она не складывается абсолютно. И при этом я прям вижу, что это Билибин. Билибин. Вот это вот море. Вот это барашки. Барашки, вот эти морские трудно с чем-то перепутать, особенно, то есть, в морской цивилизации. И тут вот какой-то мой внутренний профессионал, которому надоело смотреть на мои какие-то вот потуги, говорит, просто найди центр. И я нашла, там центр, маркер, крестик стоит в этом центре. Наведи туда камеру. Я навела туда камеру, и вот тут картинка вспыхнула. Я не знаю эффекта, то есть как он называется. Но это было уже кино, это был следующий уровень. Вот как раз я в первый раз столкнулась с тем, что то, что я увидела, вот это уже не могли сделать люди той эпохи. Потому что я увидела, как колышется море на камне. То есть это было уже голографическое изображение. То есть что как колышется море, как на лодье или, потом я увидела и другие транспортные средства, какие-то необыкновенные красоты мужчины и женщины двигаются в направлении солнца. И мне очень повезло, видимо, я не просто так обхаживала, то есть как лиса этот кувшин, пресловутый этот камень, потому что там было много деталей. И, в общем, мне хватило вот просмотра этого первого фильма, я потратила на него, наверное, часа 3, а то, может, и 4, то есть, потому что выяснилось, что вот этих вот маленьких маркеров немало на одной поверхности камня. И даже сам маркер, он немножко тебя структурирует. То есть, если маркер там, так скажем, побольше крест, надо отойти, то есть взять более общий план. Это мне было понятно. Если чуть меньше, значит средний план. Если там совсем стоял маленький крестик, значит крупный план. И вот при изменении вот этих вот, так скажем, маркеров, каких-то историй, менялся сюжет
той истории, то есть при изменении фокусного расстояния менялся сюжет истории, которая была нанесена на камень. То есть это уже была голограмма, это было уже 3D, и это было уже ни с чем не перепутать. Единственной моей печалью было то, что это 3D не могла сфотографировать. То есть при всем желании я могу об этом только рассказать, что это было очень интересно. И образы, которые я увидела, они были уже далеки немножко от того пасторального мира, то есть от тех предков, которыми мы их представляем в рубахах, с кузнечным молотом на плече, в обнимку с женщиной с косой и с венком. Нет, там был уже, так скажем, более технологичный мир, так скажем. Но в любом случае, что бросалось в глаза? Во-первых, удивительная красота тех героев, которые вот присутствовали в этом рисунке и в сюжете. И я отпускаю сейчас техническую сторону, как они стали двигаться, то есть я не берусь анализировать. Вот. Я могу отметить красоту, я могу отметить часто необычности их головных уборов, потому что эти головные уборы вот, очень похожи на какие-то космические шлемы, то есть или какие-то необыкновенные украшения, которые вот, собственно, были похожи на скафандры. И иногда они были, вот как я уже говорила, на лодьях, то есть иногда они были на лодьях, а иногда это была птица Гаруда. А птица Гаруда, как мы знаем, это транспортное летающее средство. И вот, собственно, пазл замкнулся. То есть фактически я оказалась героем сказки, который видит чудо, но никому не может о нем рассказать. Во-первых, я не знаю, как другие увидят. Ну, что там. То есть, может быть, для этого подготовка нужна, может, еще там что нужно. Но я понимала прекрасно, что я попала в какую-то патовую ситуацию. И что явно это не один камень такой. И для того, чтобы понять все-таки, откуда пошла земля русская, то есть что мне надо разобраться с этими камнями. Тем более Николай Гумилев очень долго ходил, и Велесова книга, сейчас, секундочку, тем более Николай Гумилев очень долго ходил именно вокруг этого региона, то есть не просто региона, а именно Беломорска, Кузовов и же с ними вот этих островов Белого моря. Так. И насколько я понял, получается, что вы с помощью переменного фокусного расстояния смогли поймать вот эту вот голографическую модель. Но вы же рассказывали, что, по-моему, вы все-таки в итоге-то научились делать трехмерные фотографии, чтобы можно было их смотреть на компьютере с разных сторон. По-моему, даже лазер применяли, чтобы вот высвечивать вот как бы вот. Что нужно ответить? Лазер, это вы мне порекомендовали. Это я порекомендовал. Но, по крайней мере, вы показывали, что вы делали 3D-шку вот эту. Нет, что я научилась? То есть я, соответственно, все-таки поняла, что несмотря на все чудо, которое я вижу, за этим стоят технологии. То есть я просто взяла себя за руку. Можно улететь вслед за этими людьми волшебными куда угодно. В космос, в Гиперборею. Но все, что я вижу, это сделано руками. Потому что какой-то мудрый человек поставил маркеры. Потому что какой-то мудрый человек сделал так, чтобы именно 16:9, то есть формат именно нашей оптики, разгадал вот эту тайну, взял эту картинку. То есть в этом я все, что единственное, что я себе не позволила, сомневаться. Вижу и вижу, как сделаю, не знаю. Но я, может, не знаю, как мобильный телефон устроен, но я же им пользуюсь. Поэтому я начала просто погружаться в мир вот по-настоящему древней культуры. Однажды я читала книгу, я забыла автора, но космическая цивилизация однажды отправила целый корабль куда-то в небытие. И уже через много-много-много тысяч лет они тоже полетели в космос, пытаясь понять, куда же улетел первый корабль. И вот они приземлились на маленькую планетку и нашли колонию старых космонавтов, то есть вот самую первую. Они увидели ее по культурному коду, то есть они поняли, что это и было, собственно, вот там небольшая деревенька, то есть небольшая точка, вот, с которой началось потом развитие уже вот на той вот дальней планете. А это уже были такие исследователи, этнографы уже космического плана. Так вот, для меня, например, я совершенно точно знала, что я нашла следы какой-то колонии. То есть первая ли она была, вторая ли она была. Но
И тут я не стала оригинальной. То есть все, что мы знаем о следах древней колонии, то есть мы знаем от Захара Ситчина, то есть от Абанунака. Ну, соответственно, я взяла его знания чуть-чуть за основу, что можно искать, ну, что можно хотя бы посмотреть, потому что даже если это были другие цивилизации, если прилетали с других планет, ну, выглядели все равно примерно одинаковые, потому что мы тоже выглядим примерно одинаково, что китайские космонавты, что американские. Ну, то есть, по большому счету, там не может быть каких-то сильных различий, то есть, если это было совершено в одном технологическом тренде, в одном технологическом направлении. Вот, и, соответственно, ну вот что-то у меня стало складываться. То есть, и я все равно стала искать линии. То есть я понимала, что это не кино. Да, я вижу кино, да, я вижу голографические изображения, да, они написаны светом. Но на камне столько нанесено изображений, что в зависимости от того, как падает свет утром, днем, вечером, и вообще это белые ночи, и вообще там очень много света, и зорьки, любые, соответственно, начинает играть та сторона, куда вот падает вот этот ультрафиолет. И я нашла вот эти вот, как скажем, косые полосы, то есть, соответственно, я стала пытаться разобраться в этом программировании, то есть программировании там, тех самых первых программистов, извините за каламбур. Вот, потому что вот я более того, потом даже нашла камни с чисто нанесенной сеткой, на которой, то есть, видимо, уже не было там каких-то более глубоких других изображений, но видно было, что это подготовка, болванка для чего-то большего. То есть на камень наносится буквально очень много штриховки там во все стороны. Дальше какие-то линии чуть-чуть выделяются. Все эти линии, так скажем, как раз почти незаметно сделаны. То есть почти, как, я не знаю, ножом в масле, то есть не слишком глубоко углубляясь в это масло. Но при том, когда начинается вокруг какая-то пляска света теней, вот солнца, всех брызг вот этого сверкания, то камень буквально взрывается изображениями. То есть буквально можно увидеть утром одно изображение, вечером другое, днем третье. Но я стала приходить ночью. Ну, то есть, чтобы не было никаких оттенков света. И, то есть, я приходила к этим камням ночью, я приходила в абсолютно вот этой вот молочной белой реке, то есть, ну, не знаю, были ли там кисейные берега. Молочная река была, это белый свет, без примесей. И, соответственно, я стала искать уже контуринг. То есть, ну, не может же просто так высвечиваться лица на камне, то есть не могут же они оттуда выпрыгивать. То есть, соответственно, задача моя была почти нереальная, потому что кто бы ни писал вот эти буквы потом, и не наносил знак птицы, они уже видели вот те первые камни, и, соответственно, они уже подражали какой-то культуре более древней, то есть, которая в те времена была на этой земле. Соответственно, мы вспомним климат Белого моря. Мы вспоминаем льды, которые там ходили туда-сюда, ледниковый период, само море по себе непонятно какой хронологии, поэтому я не берусь вот судить конкретно, когда что было, когда кто прилетел, куда пошел, не знаю. Но сам факт остается фактом, что я нашла факт остается фактом, что я понимала, что это не может быть просто игрой воображения, потому что насколько бы мое воображение не было прекрасное, я в него верю, но такое бы оно не могло придумать, потому что там были очень точные описания, во-первых, физические портреты людей, детали костюмов, в которых они были, детали космических кораблей, которые там были изображены, либо это лодки очень красивые. Там были такие подробности их жизни. И самое главное, вот этот потрясающий, горделивый взгляд, который вот их как-то вот объединял в одну расу. И где-то год я еще потратила на то, чтобы понять, куда смотреть и как смотреть, чтобы я видела не только голографические изображения на месте, но чтобы я могла уже дома, сидя под пледиком зимой, рассматривать, какие красивые лица. А вдруг это моя бабушка? Вот. И, в общем, прошло еще там пара лет, и я действительно, то есть, научилась работать уже с 2 3D-фотоаппаратами. Я уже поняла, чем проще, тем лучше. Не надо тащить там ни марки, ни Sony, то есть надо что-то такое, чтобы в кармане, там GoPro. Вот.
И, в общем, в результате они стали мне поддаваться. Все стерто. Вот этих вот, так скажем, уже сцеплений почти нет. То есть, ну вот, например, мы провели линию, то есть понятно, что края линии уже все обвалились почти. Но при этом все равно один раз вот было какое-то воздействие на этот камень, и это воздействие, след этого воздействия можно прочитать. Если отправить эти фотографии, след этого воздействия можно прочитать. Если обработать эти фотографии определенными фильтрами, обработать эти фотографии с помощью... Факт остается фактом, что следы этого воздействия остались на камне, а если они остались на камне, их можно прочитать. Соответственно, когда я поняла, что вот этот контуринг я могу разобрать дома, на него можно воздействовать с помощью фильтров, искусственного интеллекта, 3D-стереоэффектов. Очень слабые программы, пока они просто несовершенны, но программы по распознаванию лиц, они помогают. Работа со всеми именно цветовыми решениями. Там заливать весь камень красным, потом там синим, потом зеленым. И, например, там, если два изображения в 3D накладывать друг на друга, то тот контур, он обязательно вылезет. Здесь главное, как в любом, наверное, деле, разрешить себе видеть. То есть просто не брать себя за руки, а как, а почему, а откуда, а просто понять, что оно есть. Понятное дело, что полностью, вот, так скажем, я видела работы 3 уровней. То есть первый уровень – это буквы, цифры, слова и знаки, очень такие близкие к примитивным культурам. Я видела лица людей, очень красивые, в очень красивых костюмах и шлемах. И третий, пока самый недосягаемый для меня уровень, то есть я не знаю, как это перевести в материальную культуру, это движущаяся картинка, это кино. То есть так как я постоянно общалась с режиссерами и сама немножко снимаю фильмы, меня, так как я часто общаюсь с режиссерами, меня вдохновили те творцы. То есть я понимала, что это что-то такое, выходящее за рамки искусства и Древней Греции, и Древнего Египта. То есть я видела кино. То есть хотите верьте, хотите нет. И вот это вот открытие для меня, то, что кто бы сюда ни прилетал или как бы ни развивалась цивилизация, но она уже на каком-то этапе сталкивалась с кино. И она уже придумывала, как реальных героев, вот, которых я реставрирую, но там я могу сказать, что я видела еще и воображаемых героев. То есть то, что можно, то, что можно сравнить только с нашими мультфильмами, например, или какими-нибудь сказками. То есть, герои чуть-чуть другие, но принцип изображения, то есть, вот, как скажем, устала, что ли? Нет, сейчас сформулирую. Принцип изображения, обращения к душе человека, то есть было как раз к тому самому ребенку. То есть вот как мы обращаемся к детям, то есть так из камней вот периодически на меня смотрели очень забавные персонажи, но про них лучше пока помолчать. Наталья, я так понимаю, вам ведь частично эти символы и перевести удалось. Там ведь не только были изображения там, существ, вот как это, наскальные рисунки, там целые сцены изображают, но я так понимаю, там какие-то символы были? Символы, мне сложно сейчас говорить про символы, потому что у меня есть, как я уже говорю, там основной символ был, по крайней мере, вот я так скажу, что Гумилев искал Велесову книгу, то есть на побережье Белого моря. Считалось, что она упала с неба, и на огромных валунах были нанесены какие-то удивительные правдивые строки, то есть о том, как это все было на самом деле. Считалось, что когда построили плотину, то есть на реке Вог, то есть что вся эта книга Велесова была затоплена. То есть вот самому Гумилеву удалось там что-то увидеть и осмыслить, осознать. Соответственно, мы думаем, что древние думали на языке символов. Как я увидела, я не могу пока доказать, то есть я только ищу единомышленников в сфере искусственного интеллекта, которые помогли создать какую-нибудь программу по распознаванию лиц или каких-то сюжетов на камнях. Но я увидела
единственный большой символ. То есть это книга и это кино. И эти, так скажем, две платформы идеологические, они очень сильно отличались друг от друга. То есть кинокамень я видела издалека. Думаю, сейчас там будет очень интересно. Но камни с клинописью, либо с руническими посланиями, то есть которые невозможно, очень сложно там разгадать, безусловно, там очень сложно интерпретировать, они тоже лежали, и я понимала, что вот это библиотека, а вот это кино. То есть здесь, при том, что можно долго рассуждать, как я это поняла, то есть, но как-то поняла. Вот так. Основные символы, что я видела по символам? Я очень плотно поработала с подковой, очень плотно поработала с пирамидой, очень плотно поработала с интеграцией символов. То есть, например, у меня был еще такой опыт остался. То есть у меня одна бабушка жила в глубинке Вологодской области. У них были такие наличники, когда все резное, и вот смотришь цветочек, а с другой стороны подойдешь волк, а еще вечером медведь. То есть вот эти оптические иллюзии, в принципе, они всегда были свойственны северным орнаментам, северным образцам, то есть вот этим резцам на окнах и так далее. Я столкнулась с оптической иллюзией. Я не знаю, как ее еще вот абсолютно точно вытащить, прям взять за хвост и сказать: смотрите. То есть то, что я вытаскиваю принцип информации, что он там есть. То есть, соответственно, там были программисты, режиссеры, художники, интерпретаторы. Если эти камни были посвящены павшим или умершим, соответственно, мы можем даже посчитать. То есть один человек умер, другой человек заказал камень, третий его сотворил. Как минимум за одним камнем стоят 3-4 человека, то есть там, а то и больше, там с подмастерьем с каким-нибудь. Соответственно, когда вдруг я увидела ту мощь, которая стоит за спиной, то есть с небольшого острова там вставали каждый день десятки, а то и сотни людей, которые смотрели вот сквозь камень и говорили, транслировали одно слово – «вспомни». Соответственно, здесь можно, они не, вот я хотела сказать, соответственно, они не языком символов думали. То есть как раз я столкнулась с языком каких-то конкретных деталей, каких-то очень удивительных отношений между людьми. То есть вот я могу как пример привести, то есть в каждой культуре рост цивилизации определяет, как относятся между собой мужчина и женщина. То есть верят они в любовь, не верят они в любовь, доминируют они друг над другом или наоборот унижает там мужчина женщину. То есть, сколько мы видели, то есть либо один там унижает другого, либо другой унижает. То есть либо матриархальная культура, либо патриархальная. И вот редко мы видим культуры, когда мужчина и женщина в буквальном смысле смотрят в одну сторону, они гендерно различаются очень сильно. То есть, например, я своих мужчин узнавала по бороде. Я искала бороду, потом я искала скафандр, потом восстанавливала нос, и потом картинка складывалась. И рядом была думаю, что место остается, много места, и красота остается. И потом уже через, как в детстве мы проявляли фотографии, через много-много фильтров проявлялось уже лицо прекрасной дамы, которая была рядом с этим мужчиной. И у них были подбородки на одном уровне. Никто не лез вперед, никто никого не унижал. То есть они в буквальном смысле были не просто парой мужчины и женщины. То есть это был союз единомышленников. Это был союз, не знаю, либо астронавтов, либо так в древности они воспринимали свое место в жизни, что только так они могли пройти в этом мире, то есть и дойти до конца, только вместе, не претендуя на власть по отношению друг к другу. То есть ни в одной картинке я не встретила никакой агрессии. То есть, безусловно, я боялась. Почему я решила, что это не скандинавы? От скандинавов нам все-таки достался Фенрир, такие бойцы, бойцовая школа какая-то бойцовская, вот эти устрашения викингов, маски, рога, в общем, все что угодно, кроме той доброты, милосердия и любви,
который я обнаружила там, где совершенно никто не собирался эту любовь, милосердие и понимание вот демонстрировать. То есть это были абсолютно не пафосные камни. Они могли чуть-чуть отличаться друг от друга по размеру, но по качеству изображения, то есть было непонятно еще, во что больше вложено сил, культуры и сердца. То ли в маленький камушек, то ли в огромный валун. Более того, сейчас мысль ушла. Вот, что еще интересно. Вот мы все знаем, то есть наши поэты, мы все знаем, то есть наши поэты, провидцы и пророки, они все говорят о том, что Русь лебединая. То есть вот она летит с севера двумя крылами. И у поэтов, особенно, кто вообще касался вот этой русской Индии, кто касался островов блаженных, пытался найти вот этот рецепт счастья, вот этой справедливости, которую мы не видим и не видели никогда, у них рождался вот этот символ «Русь лебединая». И каково же было мое удивление, когда несколько изображений таких ярких, больших, глобальных, то есть они были основаны на сюжете, что лебедь улетает ввысь, и на крылах, которые сложены как лодья, спит русский фараон со своей подругой. Почему русский? Как я говорю, я свой вологодский нос ни с чем больше не перепутаю. То есть щеки, немножко курносый нос, глаза абсолютно славянского типа. И так как, в общем, я могла наблюдать архетипы Архангельской области, Ленинградской области, Вологодской области, то, что вот в конце концов я нашла, то есть оно, в общем-то, абсолютно не отличалось по типажу. То есть, я говорю, это не перепутаешь ни с чем. Ни вот этот взгляд немножко хитрый, ни разрез глаз. Разумеется, я не буду там фантазировать и говорить, какого цвета были глаза, но здесь можно уже к Жарниковой обратиться, что первые фараоны, которые пришли в Египет, они были голубоглазые, у них были светлые волосы. Вот, поэтому, сравнивая египетскую культуру и в результате вот то, что было обнаружено на абсолютно неприметных валунах Белого моря, я могу что сказать, что те люди, все-таки они были похожи на людей, у них были транспортные средства, у них была гордость, у них была любовь, то есть у них была психология. То есть я нашла очень многие вещи, распознала там, как смотреть, с какой стороны, где маркер, а если вниз вот опуститься. То есть только потому, что эти знаки тоже наносили люди, очень древние, очень мудрые по-своему. И не знаю зачем, может, они кино детям показывали, то есть у меня нет каких-то вариантов. Вот. Но при этом они очень точно понимали, зачем и как пользоваться теми вещами, которые они изображали в качестве своего антуража. То есть у них были технические средства, то есть у них были не просто короны, то есть это были шлемы, у них были не просто украшения, это были фонарики. То есть у них были не просто какие-то наросты на ушах, это очень походило на наши наушники, то есть либо на то, что на какие-то механизмы, которые защищают уши от воздействия давления. То есть у них были не просто какие-то украшения на подбородке, которые потом, возможно, как культ карго стали использовать уже по-настоящему славянские женщины, которые увешивались всеми там металлическими изделиями, которые могли найти во всей округе. То есть, но это были какие-то держатели под подбородки. Видно было, что головные уборы тяжелые, но при этом, например, рация, то есть в которой люди говорили, она была абсолютно похожа на современные аппараты, которыми мы пользуемся. То есть все очень осмысленно и осознанно. Более того, то есть, например, в индийской культуре сохранились некоторые описания космических летательных средств, которые, то есть, одни были космические, другие не космические, то есть одни летали внутри, значит, атмосферы, другие поднимались вверх. Но вот первый раз, то есть одна из моделей называлась «Жемчужина».
То есть, ну вот что они такие раковины, которые закрывались как раковины, и такие как жемчужинки летели куда-то. Так вот я нашла эту жемчужинку, я, по крайней мере, поняла, что это такое. То есть понятно, что кое-где мне кое-что помогло. Но я поняла, что да, действительно, это жемчужинка. Вот она закрылась как раковинка, как аммонитик наш. И вот он как бы и пошел. То есть, ну, куда он там дошел. То есть максимально точные вот эти вот наши древние были в деталях. Что мы видим в Египте, например? Там, наоборот, уже такие раскрашенные фанерные изделия. То есть, господи, я забыла, Николай, как это называлось? Змея. Ну, в общем, змея у фараонов, например, она уже была просто устрашающим символом. Хотя, допустим, у наших вот фараонов Белого моря это были фонарики. То есть это был абсолютно точный инструмент для того, чтобы оттуда шел свет. Это прям видно было, что он иногда включался и был свет. Соответственно, вот эти вот огромные головные уборы фараонов, у которых фактически нет никаких объяснений, кроме того, что это был символ власти, самодержавия, ну, в общем, всего того, что мы знаем как искусство власти. Вот у наших фараонов это было все очень оправдано с точки зрения именно их технического выживания. То есть было понятно, что по какой-то причине они не могут это снять. То есть либо это была другая атмосфера, либо они так мертвых отправляли в путь, либо это скафандры подводные, либо наземные. То есть, ну, в любом случае это были скафандры. Даже цвета, которые вот они использовали, иногда, я так скажу, что пока это очень опасно заявлять, но кое-где их можно там распознать. Вот, например, самые крутые камни, все равно они сделаны золотом на черном. То есть это цвета Египта. Черный камень, абсолютно черный, вот он как зеркало. И какие-то золотые прожилки, вот, которые при определенном разном свете начинают давать вот эти голографические изображения. Вот. Но при этом опять, почему, например, желтый и черный, что на солнце все это вспыхивает, и это дает какой-то вот этот вот эффект погружения, узнавания, эффект вот 3D. А опять же, в Египте это превратились, ну, в цвета той же власти. Наталья, можно сказать, что вы нашли каменную библиотеку Гипербореи? Ну, это, нет, наверное, это самодовольно. То есть я думаю, что... Сейчас я сформулирую ответ. Ну, в принципе, даже не вы нашли, а можно вообще вот это вот, скажем так... Я так скажу, так как я человек все-таки уже думающий не категориями библиотек, а категориями жестких дисков, мне кажется, что часть камней, которые есть на Белом море, это не камни, это жесткие диски. И время еще должно пройти. Возможно, я еще успею при жизни, то есть обратить на них внимание, программистов, кого-нибудь туда привести, попытаться разобраться, вот действительно, что можно сделать с помощью искусственного интеллекта и как можно снять оттуда информацию. Но, скорее всего, основную информацию с этих камней можно будет считать, ну, может, лет через 100, то есть когда уже дойдет технический прогресс. Почему я в это верю? Потому что даже сейчас, говорят, в Норвегии есть пещеры, куда складывают всю информацию о нашей цивилизации. Так вот, самые надежные источники – это просто кварц, это валуны. То есть и уже научились туда уже научились в эти валуны информацию вживлять, то есть отдавать туда. А забирать, наверное, еще нет. Вот надо вот дождаться второго этапа. Поэтому если была на Земле если была на Земле сверхцивилизация, то я на 100% могу сказать, что я нашла ее следы. И, скорее всего, эта информация зашифрована. То есть это часть книги, часть кино и часть жесткие диски, то есть на которых мы сможем понять, либо откуда мы пошли, то есть и куда мы придем дальше, либо как на Земле именно циклично развивались цивилизации и почему они погибали.
То есть вот, в ходе какой катастрофы. То есть теперь вот в связи с новыми временами, то есть кроме экологической катастрофы мы можем еще добавить туда катастрофу вирусов, еще какие-то катастрофы. То есть поэтому вполне возможно все это уже было. То есть и сейчас перед новым а-ля апокалипсисом, когда меняется климат, когда начинают ходить внутренние пласты, и действительно там где-то замерзшая давно холера, вирус может появиться, или замерзшая чума, наконец, там где-то там отогреться и выйти на поверхность Земли. То есть мне кажется, что вот перед такими глобальными испытаниями, которые, возможно, нам еще предстоит пройти, нам реально нужно очень точно посмотреть и пообщаться с теми, я не побоюсь этого слова, профессионалами, которые оставили для нас целый культурный фонд. Не античный, не связан с властью, он связан с местом человека, в принципе, во Вселенной, в истории. И, вообще, что это значит? То есть, вот какое его место в этом? И почему я все, так, все, наверное, да? Сейчас. Там вся вот эта абстракция вырезается. Но что меня удивило? Чему мы можем научиться конкретно вот у этой культуры, которую мы видим? Потому что и греки тоже оставили у нас очень много. Нет, греки вообще начались у нас с Хроноса, да, там, который пожирал своих детей. Возможно, как раз эта цивилизация посткатастрофическая сразу. И там, а медуза Горгона для меня, например, она все равно символ Гипербореи. То есть и даже самое интересное, медузу Горгон, вот некий образ, иногда где-то мельком, вроде бы видела. И самое любопытное, что вот этот образ медузы, то есть с огромными глазами, с открытым ртом и с волосами, как змеи, он очень популярен на Вологодчине. То есть над каждым домом этот образ, он охраняет дом от беды. Так вот, я думаю, что когда Гипербореи пали, вот те самые настоящие, вот из них уже другие культуры сотворили вот эту медузу Горгону. То есть, и что, как ни странно, если мы пойдем туда, где страшнее всего, пойдем за медузой, пойдем за Горгоной и посмотрим, то есть, что вот, помните, как защитился герой от медузы с помощью зеркала шлифованного? Возможно, это и есть путь к камням, то есть какая-то система зеркал, какой-то сложной оптики. Возможно, это и есть подсказка, при которой медуза перестанет быть медузой, а станет для нас той самой хранительницей, то есть именно нашего культурного кода. Вот потому, еще раз быстро повторюсь, вот что я там не заметила. Я там не заметила войны, не заметила агрессии, не заметила никаких, кто сильнее, кто самый красивый, кто самый умный, кто самый великий. То есть вот этих надписей там не было. То есть там была любовь, там были лебеди. Все это было направлено немножко в космос. Даже если люди не летали в космос, они на 1000% были осенены какой-то высшей целью. И при этом они очень точно знали, зачем они живут. То есть это настолько вот это, как раз вот если сформулировать, все остальное я могла бы придумать. Но вот это я бы никогда не могла придумать, потому что всегда во всех культурах у людей все равно такая легкая растерянность в глазах. Что мы тут делаем? То есть единственное, кто не сомневался, что они делают и какое их место на Земле, это, собственно, вот эти существа с абсолютно невинных и незаметных камней на Белом море. Можно с камнями Ики аналогию провести? Хотя это абсолютно два разных абсолютно разные. Более того, я очень пыталась. Я пыталась притянуть за уши или там, я пыталась так. Нет, с камнями Ики, к сожалению, провести аналогию нельзя, потому что камни Ики – это настоящая библиотека. Там есть инструкции на камнях, которые оставили не менее прекрасные, древние, умные люди. Там есть динозавры с людьми. Единственное, что я нашла 2 динозавра. Все. То есть вот один очень точно сделан, то есть фактически можно даже узнать типаж этого зверя, а второй охрой как-то вот изображен. Понятное дело, что их очень сложно вот в парадигму науки как-то вот воткнуть. Сейчас подождем, когда проедет. То есть, получается, вот на этих же Кольских камнях есть изображение. Они, да. Вот это у меня никак не...
Ну, это я так рассказываю да, уже, ага. что это вот никак не складывается, что... ну, я уже, честно говоря, не особо складываю. Я решила, что вполне возможно, что... Это можно уже... Записываем уже? Вот самое интересное, что чем более древние изображения, чем меньше они читаются, чем больше они прекрасны, тем больше они... Нет, сейчас так скажем. Чем более сложные изображения, тем более они древние. То есть вот если видно такое что-то то это абсолютно точно, что следующее поколение, оно уже не распознавало культурный код тех камней. У них, но они их копировали, как они их понимали. То есть, ну вот брали какой-то первый слой. Соответственно, сколько там прошло поколений, кто там в конце концов докопировался, где там культ Карга начался и чем он закончился, тут уже вот не провести эту цепочку, потому что понятное дело, что там было строительство, был, ну вот если говорить непосредственно о Соловках, ГУЛАГ. Сейчас там еще один страшный зверь появился, эскаваторы. Вот, ну, то есть техника, которая ездит по пляжу, и уже в буквальном смысле то, что стояло там, даже сложно представить, сколько времени, то есть все это просто выкидывается в море. А это где вообще? Район каких городов? Давайте не будем говорить. То есть Ну, примерно. это Соловки, но лучше Соловки. не говорить об этом. И я так помню, вы еще, Наталья, говорили, что часть камней, помимо техники, уничтожается кем-то сознательно, по-моему. Здесь сложный вот разговор о вандализме, потому что понятное дело, что на острова Белого моря стали выделять определенные деньги. То есть и стали пытаться эту территорию... понятно, что... так, сейчас. Это сложный разговор о вандализме, потому что на острова Белого моря уже стали выделяться деньги. То есть на них обратила внимание цивилизация. Строят санатории или какие-то домики или еще что-то. Туда могут пригнать технику. Техника что сделает с камнями? Выкинет их в море. Все. То есть там разговор недолгий. Плюс у меня ощущение, что вся вот эта вот многовековая история про камни, которую мы можем в какой угодно культуре вычитать, что в Ирландии, что в Шотландии, в Германии. То есть любая сказка начинается и заканчивается с того, что в камне кто-то живет, вот по ночам он выпрыгивает, крадет детей и обратно бежит. Феи, фреи, гоблины, тролли, в общем, все были на камнях. Моя какая рабочая версия? Что когда пришли уже наши люди, туда наши земные люди, уже эти камни были с первыми изображениями. И каждый в меру своей испорченности, своего таланта и своей фантазии эти рисунки интерпретировал. Кто-то их копировал дальше, кто-то их выбрасывал. И вот с тем, как пришло христианство, видимо, вот эти камни стали вот буквально поперек горла. Потому что мало того, что там изображена история непонятная, люди непонятные, костюмы непонятные, вообще ничего не понятно. Но при этом там спят на крылах волшебных птиц-лебедей, то есть там пара, запряженная в колесницу, как у Аполлона, спит, как на погребальной колеснице, какая-то пара удивительной красоты. И плюс это все еще, вот вся эта конструкция еще летит. То есть понятное дело, что это даже не язычество. То есть это просто секта какая-то получается. То есть кто-то может летать. И, соответственно, я так полагаю, что я же не единственный человек на всем белом свете, то есть, возможно, я единственный человек на всем белом свете, который все это сформулировал, попытался структурировать, там, собрать, пройти все испытания, когда, то есть, каждый человек сказал, что это можно найти в луже, в обоях, на ковре, то есть там в асфальте и так далее. То есть я прошла все абсолютно насмешки всех знакомых и незнакомых людей. Вот, но при этом я это структурировала. Я могу сказать, вот за это я уверена. Но есть люди, которые это просто видят, они не могут это интерпретировать, они не опираются на древнюю историю, они вообще вне контекста. Они видят фею. Зачем им фея? То есть лучше этот камень обжечь, расколоть, выбросить и избавиться от него навсегда, чтобы не было никаких сомнений в том, что правда одна, и ключевой момент правды, ключевое свойство правды в том, что она единственная. Все. Соответственно, у каждого своя правда. То есть вот мне интересно, то есть я считаю, что
Вот я говорю, что одна бабушка у меня вот прилетела из космоса, а вторая радостно прошла путь из Африки в Россию, то есть с помощью деревьев. Это моя правда. Вот, но у кого-то другая. То есть поэтому камни уничтожают, да. Я так полагаю, что более того, эти камни даже скрываются. То есть мне кажется, что это не то, что какая-то сильно запретная информация по причине их древности, по причине, что надо какой-то мозг соединить, какие-то там шахматные ассоциации должны пройти в голове. То есть должно что-то проскочить, какая-то искра. Вот, я теперь понимаю, как это выглядит, потому что мы все мыслим стереотипами, и мы можем узнать, вот нам мама покажет гриб, мы пойдем в лес, мы увидим гриб, но если мы этого никогда не видели, как мы это узнаем? Соответственно, наш мозг видит, он не читает этих книг. Как только мы начнем видеть, то есть как только вот первые 200 обезьян, то есть научатся какому-то полезному действию, с автоматом, то есть в бессознательное проникнет это знание. То есть, но пока я могу сказать, что кто-то видит, и вот этот кто-то этого очень боится. Наталья, я так понимаю, вы ведь не только камнями занимались, но раз видели книги Демина и наверняка их изучали, вероятно, удалось видеть, ну, назовем это так, мегалитические следы какой-то цивилизации. Потому что на Кольский приезжают, там и пирамиды какие-то видят, там и огромные блоки находят. Вот удалось ли видеть именно остатки какой-то мегакультуры? Ну, я не знаю, вам, наверное, известен вот этот архипелаг Кузова, вот, который также находится в Белом море. Мне кажется, что это все мегакультура, что это вот древний храм, то есть на основе которого вообще пошла цивилизация, любая цивилизация. Вот, поэтому, но другое дело, что здесь самое главное не путать. Вот в данную секунду, опять же, мы говорим о людях, способных воплотить и заточить свою мысль в камень. То есть какая-то идея, сюжет, интерпретация и даже подсказка. То есть вот, я говорю, меня это больше всего вдохновило, что режиссер-профессионал, живущий там сотни тысяч лет тому назад, оставил подсказку, а вдруг вот поймает, а вдруг что-то вот произойдет в голове, щелчок. И я поймала этот щелчок. То есть вот эта волшебная связь, это, наверное, одно из самых чудесных впечатлений от жизни, от этого поиска. Мегалитические культуры, я даже не могу понять, относятся ли они к этой культуре или уже к культуре великанов, или к другой культуре, потому что там это как вот в сказке «Три медведя», там, кто сидел на моем стуле, там, кто там лежал на моей кровати. То есть там, как скажем, культурный код другой. То есть там слишком все такое большое, чуть-чуть топорное, вот такое вот уж если трон там подняли, то он какой-то такой очень... Ну, в общем, лучше мне об этом не рассуждать, я в этом мало понимаю, кроме того, что, скорее всего, речь идет о двух разных культурах. Вот. Что вот это, не знаю, там, кто плавил и кто резал камень, и зачем им было нужно, от чего они там спасались от ядерной войны, от вирусов, или там от атмосферу себе делали, то есть, потому что они не могли дышать. Понятное дело, что вся Земля, она просто пронизана вот этими нитями единой культуры, вот как раз мегалитической, по которой можно уже поймать, что что-то было, да, вот что-то было вот очень интересное, что и камни как-то порезаны, и ступеньки такие красивые, но сопоставить, кому это было надо, и зачем вот такие жернова, и вот такие гладкие вот отшлифованные камни, и действительно что-то такое вот непонятное, что очень трудным там каким-то действием достигается, ну даже если это мельничные какие-то вот производства, вот, то, допустим, если мои камни сделаны с помощью каких-то 3D-технологий, то есть если мои камни сделаны с помощью 3D-технологий, жестких дисков, программирования, основ голографии, искусственного интеллекта, я говорю, там все было учитано. Я говорю, с какой стороны свет упадет, с такой вспыхнет изображение, то, допустим, настолько однозначно вот эти вот мегалитические вот постройки, что у них может быть только одно применение и непонятно какое. Ну, то есть камни отшлифованные, большие блоки, якобы искусственные, какие-то другие структуры вы все-таки видели, Наталья? Да, видела, и вот конечно. Что видели? Не знаю. Ну, я что видела? Я видела стены, я видела ступеньки, я видела террасы, вот эти вот очень красивые. Я видела
Самое интересное, вот что-то типа химер. Вот, что-то типа химер. То есть, когда, опять же, смотришь, то есть из камня в сумерках создается определенный образ деда, опять же, посмотреть с другой стороны, это химера. Но они такие уже более грубоватые, вот эти образы, они такие более понятные, и они совсем странные. То есть вот как раз здесь самое главное эти культуры разнести. То есть вот я говорю, такое ощущение, что есть определенные точки вот на планете, свалки истории. И там вот в несколько слоев все располагается. И самое главное не перепутать, вот за какую ниточку потянуть. Потому что если пытаться там понять, что такое радио, а в это время там пытаться разобраться в 15 веке, то мы ничего не поймем. То есть мы просто не приложим одно к другому. Вот с мегалитическими культурами пока у меня нет такой связи, нет такого соприкосновения, нет такой психологии. Кроме того, что это делали очень большие люди. Я почему это спрашиваю? Потому что если вот эти вот камни, ну назовем их там каменная библиотека древних, они локационно где-то разложены, значит, чисто теоретически рядом могут остаться и следы каких-то древних построек. Не выбрасывают же эти камни просто по берегу. Здесь сложно судить вообще, что было. То есть, вот несмотря ни на что, вот как раз мой мозг, он порылся и в фантастике чуть-чуть. Кстати, там много ценных идей хороших, вот, которые, в принципе, рабочие, то есть, но такие не совсем понятные. Не знаю, Николай. Ладно, не будем это делать. Вот, собственно, пример, как выглядит камень после реставрации. Вот, собственно, например, как выглядит камень после реставрации. С этим камнем как раз я бродила года 2-3, то есть до того, как от первого образа, от первого символа, то есть я уже увидела на нем также целое видеоизображение. Но на видеоизображении, как вы знаете, есть несколько фаз в секунде, там 24 кадра, и более того, то есть здесь каждый кадр вот примерно этого сюжета, он как-то разлинован, то есть его можно поймать. И когда падает свет, соответственно, вот эти люди летят. То есть вот кто-то делал вот такие потрясающие изображения, то есть когда просто на древнем валуне, вот просто представьте вот эту мощь и силу, когда в течение 1000 лет работает принцип мультипликации, и как свет уходит, то есть вот эти фазы перемещаются, то есть вот эта пара волшебная летит. Что мне помогло для того, чтобы я все-таки поняла, что это не простые природные линии, а законченная мысль произведения искусства. То есть с самого начала мне очень повезло, что было хорошее зрение, и вот в данном месте я интерпретировала образ змеи. То есть, и эта змея прекрасно сохранилась. То есть у нее глазик, у нее легкое жало, у нее такие чудесные, там чуть ли не мини-зубки здесь инкрустированные. То есть я даже приходила туда уже с увеличительным стеклом, то есть это не нужно было вот это не прогонять ни через фильтры, то есть она была просто потрясающая. То есть частично я там вспомнила опять о рептилоидной культуре, змея, в общем, дело русское, благородное, известное и понятное. Вот, поэтому со змеей никаких проблем не возникло. Есть змея, значит, нужно искать рядом каких-то других персонажей. На следующий год здесь уже появился образ пирамиды. Пока, как я уже не шучу, для того, чтобы реставрировать полное изображение, нужно обвести все белое. То есть, если вы видите камень, на котором, как вам кажется, очень много кварцевых каких-то вкраплений, каких-то внедрений, каких-то непонятных точек, символов, просто обведите их, вот как раньше были в детских журналах, соедините все линией, и у вас появится картинка. Конечно, не все так примитивно. Вот, но в целом принцип, например, работы с этим, не все так примитивно, но принцип работы с этим изображением, он характерен и для всех других изображений. То есть здесь, например, мы видим голову непонятно кого, то ли дракона, то ли кабана. Вот с этим кабаном я тоже очень долго и сильно помучилась. То есть, во-первых, сам камень, он такой круглый, то есть он вот действительно похож то ли на ракушку, то ли на жемчужинку там на срезе. Но причем здесь кабан?
Ладно, думаю, может, они не знали, как дракона изобразить. То есть я подумала, что ошиблись они. Значит, и в результате все-таки интерпретировала о том, что это дети неба, некий дракон, который вот сошел с неба в Китае, там во многих ненецких селениях, там уже чуть позже дракон сходил. Ну, в общем, про дракон прекрасно вошел в мировую культуру и историю. То есть это был третий, то есть вот змея, пирамида, кабан, дракон. Вот уже когда появились более точные фотоаппараты, которые вот словили уже вот эти линии, то есть которые уже дали то разрешение, вот, при котором я смогла обвести вот эти лица, то, понятное дело, здесь уже даже в деталях нет никаких ошибок. То есть у мужчины борода, у женщины, как я говорила, то есть какие-то такие подтяжечки интересные, то есть сам скафандр, он такой тяжелый, вот, но при этом есть куча заклепок, то есть, которые помогают этому головному убору держаться на шее. То есть чаще всего подбородок прям закреплен, то есть в этом шлеме, и здесь сверху, то есть видно, что ну, как закрывается, да, то есть, ну вот если это летательное средство, то оно сверху закрывается. И уже прошло много лет, я никак не могла дать название этому камню, это был золотой камень, он отличается тем, что с каждой стороны просто действительно десятки изображений, каждое изображение двигается, каждое изображение, то есть, дано в какой-то экспрессии, в такой. И я уже прочитала скандинавский миф, что странно, да, потому что я уже гораздо позже его прочитала, то есть обычно люди его в детстве читают, про Фрей и Фрейю, это скандинавские близнецы, брат и сестра, которые летали, на минуточку, на кабанчике с золотой шерстинкой. То есть и вот это меня настолько этот кабанчик с золотой шерстинкой поразил, потому что я про него реально не читала и не знала. То есть я его увидела, то есть интерпретировала как дракона, ну и вот он потом меня гордо перенесся в другой ящичек, вот в кабанчика с золотой шерстинкой. Вот, то есть таким образом, кто бы ни летал там над севером, то есть, во-первых, теперь понятно, что конкретное изображение, безусловно, это не Фрей и Фрейя, вот, но кабанчик с золотой шерстинкой, он абсолютно точно когда-либо зависал над просторами севера, в том числе и Скандинавии, то есть его даже описали. И более того, я могу подтвердить факт, потому что здесь цвет кордан, то есть, но это реально кабанчик с золотой шерстинкой. То есть все вот эти вот врезки, то, что здесь видно белым, все это горит золотом на черном камне, и все это сверкает, а сверкало, наверное, еще лучше. То есть сверкало вообще, наверное, это была потрясающая радуга. Вот, соответственно, вот примерно вот такие изображения. То есть сейчас я уже показываю. Сейчас я буду показывать просто итоги реставрации, то есть не объяснять, как это сделано, просто впитывайте, какие бывают образы. И если вы вдруг нечаянно там в сумерках увидите там во влажности такие образы, не пугайтесь, посмотрите, да, это вот правда, это такое может быть. То есть вот такие лица, вот все это очень одухотворено, то есть, но при этом, как я уже говорила, это, в общем, можно вполне назвать эти образы фараонами Белого моря. Вот, как я уже говорила, символ лебедя, то есть вот длинная шея, то есть ярко выраженный клюв, глазик, то есть вот кто-то куда-то летит, абсолютно точно. Как я уже говорила, там люди смотрят в одну сторону, то есть вот один из лебедей, то есть вот клюв уходит, глазик, длинная шея, то есть, по крайней мере, здесь открытые лица, есть и закрытые глаза, то есть видно, где люди отдыхают после длинной и тяжелой жизни. Вот. Но, по крайней мере, вот этот образ уже ни с чем не спутать. И он, в общем-то, уносит нас уже в те края, в общем, в те. Так, вот это самый удивительный образ. То есть, как я и не обводила, как ни старалась, эту женщину я увидела сразу на камне.
То есть как только приготовилась видеть, то есть видно, что это либо инопланетянка, либо там астронавт, либо наши наконец научились там когда-то летать. В общем, ясно, что очень красивый цельный образ, и, в общем, ни с чем не спутаешь, раз увидев. То есть, но в целом чаще всего выглядит все вот так, то есть мужчина и женщина, я говорю, смотрящие в одном направлении. Вот. Вот сохранились удивительные такие подробности каких-то космических летательных средств. То есть, вот, например, вот этот предмет, он сейчас используется как перчатка-манипулятор. То есть, когда рука проходит внутрь манипулятора, и вот эта штука, она и в наши времена вот примерно так выглядит. То есть это манипулятор, с помощью которого уже управляется там другим транспортным средством. То есть при этом видно, что, как я уже говорила, как жемчужинка. То есть вот как будто это что-то такое вот в разрезе, вот, но при этом это такое очень маленькое, локальное, похожее на наш катер. Вот, вот здесь тоже такой вот небесной красоты люди. И первое, что бросается в глаза, то есть, ну, в данном, я помню, первый раз я увидела этот камень, то есть как здесь какие-то вот такие ноги большие были, то есть какой-то такой удивительный предмет, похожий на НЛО. Потому что конкретная культура, она еще славится тем, что она все как-то вот она, если вот можно все символы собрать в одном рисунке, она соберет. То есть и пирамиду, и НЛО, и людей. То есть они прям вот из одних, из набора каких-то вот предметов, они целый рассказ можно написать, что они хотели выразить и как они с этим жили. Я не быстро листаю? Вот. Вот тоже потрясающий герой, то есть очень мной любимый, то есть это есть фотография цветная где-то в PDF-ках. Вот, в общем, вот тоже потрясающий герой, мой один из любимых, то есть когда это черный камень, и вот здесь такое желтое, как будто бы сияние, очень в реальном времени похожее на стеклянный гроб, и как будто в этом стеклянном гробу вот спит такой астронавт. Чем этот астронавт прекрасен для меня? Часами, например. Вот эти часы мы могли бы наблюдать, например, исключительно в шумерской культуре, где там в интернете очень модные, популярные есть статьи, откуда у шумеров часы и сумочки, и зачем они им. Вот, в общем, в любом случае видно, что вот этот деятель, да, что мы можем здесь обнаружить, что глаза у него довольно широкие, нос большой, подбородок твердый, сам он такого роста небольшого, маленького, вот, но при этом у него тоже достаточно много какого-то специализированного там оборудования рядом, то есть, видимо, он спит. То есть, видимо, он в какой-то находится либо там коме, либо чем-то управляет. То есть, ну, в общем, по крайней мере, вот этот персонаж, он явно занесен на камень с точки зрения его профессиональной деятельности. То есть, чем-то он там занимался удивительным. Вот тут тоже очень интересная для интерпретации картинка, потому что тут прям целая солнечная система дана. То есть вот Солнце, ну я сейчас не буду там все это подробно рассказывать, просто пока поверьте на слово, что там 9 планет, и видно, что они с логикой наших учебников, то есть сюда все занесено. Вот, что там у Сатурна кольца, ну, в общем, все как надо. Вот этот очень интересный камень, я тоже вокруг него очень долго ходила, облизывалась. Вот сначала там я ничего не нашла, потом нашла точку, потом нашла вторую точку, от точки пошел образ птицы. Да, вот он такой, очень простой, очень изысканный, похожий на современное искусство, что вот попросите меня сейчас так сформулировать образ птицы, вот лаконично, мало кто это сделает. Потом вдруг пошла пирамида вот из этой точки, да, то есть вот точка, полярная звезда, птица, пирамида, которая попирает чуть ли не змею. То есть это вот небольшая вот такая схема, которая уже дома, при подключении к нему искусственного интеллекта дала гораздо более глубокий смысл, потому что в эту птицу, змею и пирамиду оказались вписаны
два удивительных лица, удивительной красоты. И при этом каждая точка, как говорят, на своем месте. То есть здесь уже вот, ну, трудно, мне кажется, просто говорить о том, что это игра воображения, когда все абсолютно вот разумно и высчитано так, что, в общем, моей сноровки, моей смекалки хватит только вот это обвести. То есть, ну, это можно вырезать, вот это мини-оправдание вот, творчества. Вот, но в том смысле, что каждая точка находится на своем месте, полярная звезда, Земля, общее направление, то есть, как я уже говорила, рация. То есть, вот, например, вот то, что можно посчитать змеей, с другой стороны, это какой-то фиксатор для шлема. То есть все это работает даже при изменении точки зрения на это. То есть там двойной, тройной, четверной смысл, и все это как в голограмме сходится. То есть, ну, в общем, все работает. Так, ну это вот еще одна интерпретация, то есть сколько бы я их раз не обвела, будет примерно одно и то же. Как я уже говорила, у каждой картинки много фаз, 24 кадра, а то и больше. Соответственно, это все летит. Чуть-чуть у меня лица могут отличаться, но это вот микро какие-то моменты, которые как раз придают движение. То есть, опять же, не забываем, что чаще всего камни находятся, те, с которыми я работаю, в зоне отлива. Там еще есть вода, вода это тоже определенное зеркало, и они опять там двигаются. То есть вот они все время двигаются. То есть меня вот этот принцип кино, я говорю, он меня просто завораживает. То есть как они смогли прекрасно его воплотить. Вот. Соответственно, опять же, сейчас обращаю внимание, сейчас пройдут. Вот, сейчас обращаю внимание тех, кто живет на северах, и на 1000% все видели эти камни, то есть вот черные такие валуны с белыми кварцевыми, господи, слово, влияниями, то есть так черные вкраплениями, господи, вложениями, черные кварцевые валуны с белыми вкраплениями. Так вот, опять же, здесь работает тот же закон: обведите все белое и соедините. Вот, в том смысле, что моя одна из первых ошибок было, то есть вот почему я очень долго тормозила и стояла на одном месте, что я исключительно вот в этих белых вкрапинках пыталась найти какой-то смысл. То есть мой мозг понимал, что там что-то есть, и он честно пытался интерпретировать там точки, загогулины и так далее. То есть, когда я обнаружила вот с помощью 3D-фотоаппарата вот эти линии, которые соединяют, собственно, всю композицию в одно целое, это была уже целая революция, то есть, которая помогла мне увидеть не только частности, то есть пытаться рассмотреть попу у слона, а все-таки отойти и посмотреть на слона со стороны. Вот. Что еще? Вот. Ну, собственно, дальше мы можем удивляться только фантазии, потому что каждый камень оригинальный, то есть нет, безусловно, никаких повторов, и все вот эти вот внедрения, вкрапления, инкрустации, как я потом уже стала называть, они, в общем, работают для одной цели. Понятное дело, что, возможно, это не самое точное фотографическое, ну, то есть это очень похоже на оригинал, но даже если меня нарисуют 10 человек, они нарисуют немножко по-разному. То есть, но это очень старалась все равно быть близко к оригиналу. Вот. Здесь, опять же, видны иногда даже разница фактур и разница, так скажем, вот этих именных головных уборов. То есть мы пока еще не видим что-то царского, да, то есть мы еще не видим то, что уже осталось в наших культурах. Ну, с точки зрения вот этой царской короны, то есть, хотя были уже намеки, то есть вот я и уже в этой культуре уже увидела намеки на царскую корону. Вот, но вот шлемы, которые в качестве царской короны использовались, то есть вот мы их уже видели в египетской культуре, их там вот очень эксплуатировали, этот образ власти, в общем, достаточно длительное время. Вот. Ну, в общем, разные вот эти шлемы, вот, можно обратить внимание, что женщина, единственное, если ее сегрегация выглядит чуть посимпатичнее всегда, и шлем у нее чуть краше. Вот, то есть вот опять образ лебедя мы видим, такая склоненная головка, и здесь все-таки уже есть борода, то есть опять же какие-то, ну в общем,
такие проникновенные лица. В общем, если склоненная головка, я иду вот в данном случае по стереотипу. То есть у нас до сих пор лебеди склоняют голову на кладбищах, на изображениях. То есть наши предки также выбиты на камнях, и никого это не смущает, которые ушли. Опять же, образ маленькой птички-лебедя. Опять же, как угодно это можно интерпретировать. То есть, безусловно, мне приятно, что это плеяды, это что-то такое созвездие лебедя, это что-то такое вот духовное и высокое, но вполне возможно и предыдущая цивилизация дошла до этого уровня культуры и прекрасно себя чувствовала на этом уровне. Вот. Как я уже говорила, то есть здесь самая главная проблема, видимо, древних мастеров, чтобы мужчина не выглядел круче женщины, и наоборот, что они выглядели одинаково. Вот. Мы видели такие, опять же, в Египте, к примеру, все образы были нанесены в профиль. То есть профиль – это не что-то такое, чего в природе не было. То есть это нормально, то есть изобразить профиль. Более того, фас только недавно относительно стали людей изображать. Вот, но мы знаем, то есть мы видели стереотип, то есть мы видели, сейчас я скажу, то есть мы видели метод, когда вот в одну сторону смотрят мужчина и женщина, то есть вот они смотрят в одну сторону, и им прекрасно рядом, видно, что им хорошо, сколько б лет не прошло. Вот. Но есть еще более тонкие работы, то есть когда они смотрят друг на друга. И здесь я уже могу рассказать просто субъективно, то есть когда начинается вот как то самое прекрасное кино, когда вот идет покадрово, то есть вот смена света, то когда идет, они иногда приближаются друг к другу, целуются, то есть вот под водой или в закате солнца, или на самом рассвете, то есть у них фазы могут дойти до такого, что их лики соединяются вот в этой интерпретации. Вот тоже очень трогательно, что они придумали такой метод, при котором эти люди действительно не расстаются вечно, то есть, в общем, энергетически они каждый день соприкасаются друг с другом, даже мы не знаем об этом совершенно. Вот. Есть и более такие архаичные образы, то есть, нам уже знакомые. Например, мы знаем образ лебедя, то есть есть архаичные образы. Это образ ворона, он также встречается. То есть, во-первых, мы уже и с северными сказками неоднократно сталкивались с этим образом. И это вообще считается один из первых глобальных образов, который там накаркал вообще все на земле. Это вот из каких-то ненецких сказок и северных народов. То есть этот образ очень известный. Но да, вот можно его не узнать сразу. Но символ немножко змеи, то есть можно не узнать сразу, но все равно это будут силуэтные такие решения. То есть это символ ворона, змея, и уже в центре, то есть будет, собственно, непосредственно изображение на памятнике, то есть людей. Дальше? Вот. Самые яркие, сейчас, там да. еще с символами. Сейчас, символами где-то, не знаю. Сейчас, давайте пока посмотрим, полистаем. Вот этого камня уже не существует. Вот как раз его уже отправили на дно морское. Вот, и как раз здесь это был один из первых камней, на котором я видела, как вот эта пара чудесная целуется, и как точно они были похожи вот на фараонов, потому что камень черный, вот это все было ярко, горело огнем на рассвете желтого цвета, такого золотого сияния. Вот, и непонятно было, кто друг к другу приближается. То есть это был удивительный рассказ на языке вот камня и моря созданный. И на следующий год я приехала, уже очистили этот пляж. В общем, это уже мы не можем посмотреть. Вот. Собственно, в общем, принцип ясен. То есть вот тоже из серии, вот как раз, как я говорила, что на самом деле есть два метода, либо они летят и смотрят в одну сторону, либо друг на друга, не могу понять, что лучше. Вот, но когда друг на друга, более тонкая работа, то есть более точно проработаны детали. В общем, ясно, что этим людям было что терять, и они не хотели друг друга терять, в общем, оставались друг с другом максимально долго. Вот. Опять же, можно только удивиться, как вот в разные абсолютно истории, то есть насколько, в общем, не замылен был их взгляд, не заштампован, то есть для каждого камня находилось свое решение. Вот.
То есть все, да, это похоже, можно сказать, но придите на любое кладбище, то есть там тоже, в общем, традиция как раз провожания людей в страну мертвых, вот они максимально консервативные. То есть вот если они уж придумали один ход какой-то, то они точно совершенно поменяют его в последнюю очередь. Вот, поэтому сейчас вот тоже одно из, ну вот, собственно, из ярких интерпретаций, вот из ярких таких вот образов. То есть вот то ли майя, то ли инки, то ли ацтеки, то ли Египет. То есть вот что-то такое, что в одном лице собраны все будущие культуры. И даже вот славянина дедушку можно найти, то есть или какого-нибудь казака. Вот. Но в целом прям вот удивительно, что я не умею рисовать от слова совсем, то есть которая там даже круг может нарисовать, ну, очень долго старается. Вот, вдруг вот что-то такое ацтекско-инско-майское, то есть вот, и это очень заметно. Вот, потому что как раз, когда вот пришли якобы белокожие, там, рыжеволосые, синеглазые люди помогать там, в будущую Мексику там, справиться с проблемами потопа, то мне кажется, вот они такие приходили. Вот примерно плюс-минус, а может и прилетали там. Вот. Здесь тоже интересное решение шлема, то есть я могу сказать, что вот это все горит, сверкает, то есть переливается, то есть, в общем, это прям такие как будто хрусталь. То есть по нашей земной цене это ничего не имеет цены, то есть продать это невозможно. Вот. Но при этом сделано просто потрясающе, что я даже жалею, что я сейчас рассказываю, если начну я творить в таком жанре, мне кажется, я бы больше добилась. Ну, я имею в виду удивительный подход к искусству, то есть, который не был нигде ранее зафиксирован.